Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим роль защищенного жира в молочной продуктивности коров и почему он обязательно должен быть в составе рационов, особенно в первые 100 дней после отела. Дело в том, что с отелом и началом лактации у коров резко увеличивается потребность в энергии. В то же время коровы уменьшается потребление сухого вещества, и она не получает достаточного количества энергии из корма. Дисбаланс между потребленной энергией и энергией, необходимой для производства молока, называется отрицательным энергетическим балансом. Особенно остро эта проблема стоит в первые 100 дней после лактации. В эти 100 дней уровень обеспечения молочных коров энергией является одним из главных факторов, определяющих не только их продуктивность, но и показатели нормального воспроизводства, оплодотворяемость, регулярность половых циклов и продолжительность сервис-периода. Эти 100 дней также являются основополагающими не только для текущей лактации, но и для всей экономики и прибыльности производства молока. Если в этот период с кормом не могут быть полностью удовлетворены все потребности высокопродуктивных коров в питательных веществах для молокообразования, то тогда для синтеза молока в значительных количествах используются липиды жировых депо и белки мышечных тканей, накопленные организмом коров во второй половине лактации и особенно в сухостойный период. Резкая мобилизация внутренних резервов и жировых накоплений ведет к повышенной нагрузке на печень, в результате чего без применения профилактических мероприятий развивается синдром жирной печени, приводящий к кетозу и спаду продуктивности в первые 40-60 дней после отела. Если же клиническая картина у животных не ярко выражена, то тогда корова сильно теряет в весе, что сказывается на ее продуктивности и кондиции для последующего осеменения. Причем у коров с большими запасами жира в теле эти проблемы в первые 100 дней лактации проявляются чаще как в субклиническом, так и в клиническом виде. Поэтому для получения от коров надоев свыше 25 литров в день необходимо добавлять в корм дополнительные источники белка и энергии. Обычно дефицит энергии покрывает путем ввода в рацион большого количества концентратов. Это приводит к ускорению процесса ферментации в рубце и как следствие к снижению pH, то есть среда рубца закисляется и развивается ацидоз рубца со всеми вытекающими отсюда последствиями. Также избыток концентратов ведет к снижению структурной эффективности рациона. И эти последствия отрицательно сказываются на продуктивности, долголетии скота, репродуктивной функции животных, что также ведет к возникновению болезней опорно-двигательного аппарата и очень сильно повышает риски ухудшения здоровья животных в целом. Рационы, где в общем балансе углеводов преобладает крахмал, а не клетчатка, идут вразрез с основами рубцового пищеварения жвачных, что приводит к целому букету проблем. При этом питательные вещества объемистых кормов используются неэффективно. Это приводит к глубоким нарушениям энергетического и белкового баланса в организме коровы, что в свою очередь ведет к серьезным сбоям в обмене веществ. Одним из способов отойти от сложившихся стереотипов и уменьшить количество концентратов в кормлении крупнорогатого скота является использование защищенных жиров, которые не подвергаются расщеплению в рубце и попадают в сечу с кислой средой и затем после гидролиза в тонкий отдел кишечника для усвоения. Что же касается обычных жиров, то их присутствие в рационе не должно превышать 5%. Если же этот процент больше, то рубцовому пищеварению наносится больше вреда, чем пользы. Жидкие масла физически обволакивают частицы корма и препятствуют его перевариванию, особенно компонентов корма, богатого клетчаткой. Бактерии недополучают питательные вещества, и их активность снижается вплоть до гибели. В то же время ненасыщенные жирные кислоты масел при окислении могут образовывать различные радикалы, разрушающие мембраны у микроорганизмов рубца, что приводит тоже к их гибели. В результате гибели микроорганизмов в свою очередь образуются различные токсины, которые приводят к дальнейшей гибели других микроорганизмов. Основными негативными эффектами ненасыщенных жирных кислот являются снижение потребления сухого вещества корма, нарушение переваривания клетчатки, подавление процессов белкового синтеза, уменьшение надоев молока и снижение содержания в нем белков и жиров. Поэтому для выравнивания энергетического баланса и снижения негативных эффектов необходимо применять защищенные формы жиров, которые остаются стабильными при прохождении рубца и не вредят рубцовой микрофлоре.
В реальности получается, что необходимо защищать не жиры от воздействия рубцовой микрофлоры, а микрофлору рубца от воздействия жиров. Главная цель защищенного жира состоит в том, чтобы позволить войти дополнительной энергии без столкновения с любым из факторов рубцового метаболизма, а также снизить количество крахмалосодержащих веществ в рационе кормления коров не в ущерб энергетической составляющей. Жиры, защищенные от распада в рубце, не действуют отрицательно на микробные процессы и становятся для животных прямым источником энергии. Ввод в рацион защищенных жиров, начиная за 14 дней до отела и в течение 90-100 дней после отела, приводит к повышению дневной молочной продуктивности и ее сохранению в течение всей последующей лактации. Также защищенные жиры повышают и жирность молока, хотя этот показатель и не очень существенен. При включении в рацион коровы защищенных жиров лучше сохраняются кондиции коровы. Корова меньше теряет массу после отела и улучшаются воспроизводительные показатели, такие как приход в охоту, осеменяемость, сервис-период. Защищенные жиры в рационе коровы оказывают профилактическое действие на пустотельные заболевания и возникновение кетозов. Балансирование энергии при помощи защищенных жиров ведет к увеличению продуктивного жизненного периода коровы, сокращению выбытия коров. Благодаря защищенным жирам можно улучшить в рационе соотношение концентратов и грубых кормов, оптимизировать соотношение белка и энергии в корме и снизить норму ввода зерна как источника энергии в концентрированных кормах. Все это снижает частоту возникновения кетозов и ацидозов. Сегодня на рынке присутствует много видов защищенных жиров. Это и кальциевые соли жирных кислот, и гидрогенизированные жирные кислоты. И совсем недавно, в последние десятилетия, появилась новая разработка – защищенные жиры третьего поколения. Это фракционные жиры. Как получают защищенные жиры и какие из них предпочтительней, мы рассмотрим в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!